Представьте себе, оглушительно гудят колокола. Вся страна замирает в ожидании. Королева официально объявляет о долгожданной беременности, и Англия начинает готовиться к рождению наследника. Но никто тогда еще не знал, да и сама королева не могла помыслить, что вместо жизни в ее чреве растет смерть. Но прежде чем мы расскажем, какой жуткий диагноз поставил в тупик всех врачей Европы, давайте отмотаем время назад. 19 мая 1554 года. От ворот Тауэра медленно отъезжает закрытая карета, в которой сидит молодая Елизавета Тюдор. Но прежде чем ее нога ступит на порог резиденции Вудсток, давайте познакомимся с человеком, который ее там ждет. Уверена, вы не раз в жизни встречали таких людей в своей жизни. Я так вообще вижу их регулярно у себя в комментариях. Уж не обижайтесь, но это чистая правда. Представьте картину. Выкладываешь глубокое двухчасовое расследование, вкладываешь туда душу, а внизу появляется он. Человек, который авторитетно заявляет: а вы знаете, 19 мая 1554 года в Лондоне вообще-то было пасмурно, а у вас в кадре солнце светит. Проверяйте, пожалуйста, факты, прежде чем рисовать нам здесь погоду. И, кстати, Генрих VIII на вашей иллюстрации выглядит примерно на 12 граммов легче, чем он был в реальности. Неточность. Так вот, в Вудстоке Елизавету ждал живой первоисточник этого психотипа. Знакомьтесь. Сэр Генри Бедингфилд. Эталонный, дисциплинированный душнило XVI века. Это был не просто суровый стражник, это был апостол тотального буквализма. Тот самый тип исполнителя, который воспринимал любые инструкции пугающе буквально. Если в королевском приказе было написано «принцессе дозволено сделать 15 шагов по саду», сэр Генри лично пойдет с портновским метром замерять длину ее шага, чтобы, упаси Боже, не случилось 16-го. Он умудрялся докапываться до ширины манжетов на рукавах прислуги, до угла падения солнечного луча из окна, до траектории движения сквозняков. Все должно было функционировать строго по правилам. С такими людьми и в обычной жизни пересечься – это уже заявка на легкое ментальное истощение. Любую дружескую беседу они превращают в нудную инвентаризацию. В прошлый четверг у нас на обед ушло 13 фунтов мяса, а сегодня 14. Нарушается системность. Это подозрительно. Но весь кошмар ситуации заключался в том, что этот ходячий регламент ждал Елизавету вовсе не для светских чаепитий. Он был назначен ее личным тюремным надзирателем. И вот наш сэр Генри приготовил свои линеечки, блокноты и карательные отчеты, ожидая увидеть испуганную, сломленную девочку. Наивный мужчина. Он даже не догадывался, что в его любимую игру под названием «Как изощренно задолбать ближнего своего по инструкции» можно играть вдвоем. И его соперник, вернее соперница, только что прибыла на поле боя. Карета останавливается, дверь распахивается. Елизавета Тюдор прибывает в Вудсток. Помянем нервную систему сэра Генри. Игра началась. Но давайте сразу снимем розовые очки. Если при слове «замок» вы представили себе уютное шато на юге Франции с виноградниками, камином и круассанами, забудьте, мы в Англии XVI века. Да-да. Я уже прям вижу, как рука современного господина Генри тянется к клавиатуре, чтобы строчить комментарий. Вообще-то круассаны придумали в Австрии гораздо позже, а в Англии XVI века их не было. Знаю, дорогой мой сэр Генри, знаю, это я для красоты слова пошутила. Выдыхайте. Так вот, возвращаемся в реальную Англию XVI века. Вудсток в мае 1554 года – это абсолютная монументальная развалина. Половина комнат стояла вообще без крыш, прямо под открытым хмурым небом. Стены покрыты жирным слоем вековой плесени. Отовсюду сквозит, а английская сырость пробирает до самих костей. Из мебели принцессе выделили 3 колченогих стула и 1 шатающийся стол. И тут же прямо с порога сэр Генри включает своего внутреннего комментатора на полную мощность. Если вы думаете, что 15 шагов по саду под линейку – это наше преувеличение, то вы плохо знаете сэра Генри.
У него была четкая инструкция от королевы Марии держать принцессу в строгости. И он подошел к этому с пугающим фанатизмом. Первым делом сэр Генри уволил всех преданных слуг Елизаветы. Вместо них он окружил ее местными надзирателями. До самого сэра Генри им, конечно, по уровню душноты было далеко, такой талант дается единицам. Но базовый курс мелкого пакостничества они прошли. Это были не столько горничные, сколько профессиональные круглосуточные стукачи. У Елизаветы отобрали все – бумагу, чернильницы, перья, забудьте про личные дневники или тайные записочки. Чтобы написать обычное банальное письмо сестре-королеве, принцесса должна была буквально на коленях вымаливать у сэра Генри один лист бумаги и одно перо. Сэр Генри выдавал это со скрежетом зубовным, засекал время, а потом лично под лупой проверял каждую букву, чтобы Елизавета между строк не зашифровала план государственного переворота. Гулять принцессе разрешалось исключительно в маленьком глухом замковом садике. Картина маслом. Идет бледная Елизавета, в полушаге за ней послушно семенит сэр Генри, сверяясь со своим блокнотиком, а по периметру забора стоят вооруженные стражники. Стоило Елизавете просто поднять голову к небу, сэр Генри тут же кашлял и напоминал, что в инструкции просмотр облаков в весенний период не регламентирован. Каждый вечер сэр Генри лично обходил комнаты, проверял засовы, запирал Елизавету снаружи на огромный ключ, а этот ключ демонстративно клал себе под подушку. Наверное, спать на куске железа было жутко неудобно, но паранойя – штука сильная. Но больше всех от дотошности сэра Генри пострадала сама королевская власть в Лондоне. Сэр Генри настолько панически боялся ошибиться, что превратился в главного спамера эпохи Тюдоров. Королевский совет буквально рыдал от его ежедневных 5-страничных отчетов. Он писал в столицу по любому чиху. Принцесса Елизавета просит вызвать доктора, у нее болит зуб. Имею ли я юридическое право пустить врача к ее челюсти, или зуб является государственной собственностью? Принцесса хочет почитать книгу на латынью. Мы проверили, ереси вроде нет, но шрифт подозрительный. Жду официального одобрения из Лондона. В спальне принцессы течет потолок, капает прямо на кровать. Могу ли я потратить 3 шиллинга из казны на ремонт крыши, или пусть мокнет во имя католической веры? А теперь, друзья мои, просто представьте себя на месте Елизаветы. Вы молодая, гордая, очень умная девушка. Вас заперли в гнилом, сыром замке с человеком, который способен задолбать до клинической депрессии даже каменную статую. Вы ничего не можете с ним сделать. Наорать нельзя, обвинят в бунте. Отравить хочется. Очень хочется, но сразу отправят на плаху. Вы заперты в пространстве, где каждый ваш вздох фиксируется в журнале учета. Кажется, это тупик и медленное сумасшествие. Но мы же помним главное правило этой серии. В эту игру можно играть вдвоем. Елизавета глубоко вздохнула, расправила плечи, мило улыбнулась своему тюремщику и решила принимать его правила игры. Она поняла, что если систему нельзя сломать силой, ее нужно сожрать изнутри ее же собственным маразмом. Принцесса открывает свой личный чемпионат по занудству. И поверьте, сэра Генри к такой сопернице жизнь вообще не готовила. Итак, напомню, Елизавета была одной из самых образованных женщин своего времени. Она свободно владела греческим, латынью, французским, итальянским и обожала теологические споры, вся в папу. А сэр Генри был просто исполнительным военным и чиновником, который книг отродясь не читал, кроме сборника инструкций. Елизавета мгновенно нащупала его слабое место, панический страх нарушить закон или показаться некомпетентным, и начала методично выжигать ему мозг. Вот главные приемы, которыми она довела несчастного душнилу до нервного тика. Поскольку королева Мария была фанатичной католичкой, Елизавета в ссылке усердно делала вид, что тоже встала на путь истинной веры. Она регулярно ходила на католические службы в замке, но превратила их в кошмар для сэра Генри. После каждой проповеди она подзывала его и с ангельским лицом начинала задавать ему сложнейшие вопросы по богословию.
Она цитировала Библию на латыни, спрашивала его мнение о тонкостях католических догматов и трактовках святых отцов. Представьте бедного сэра Генри. Он ни черта в этом не смыслит. Но признаться, что он плохой католик, нельзя. Это же измена королеве. Он бледнел, краснел, заикался. А Елизавета со вздохом качала головой, мол, «Эх, сэр Генри, и после этого вы поставлены меня наставлять. Ай-яй-яй». Бесса, давай погоняем этого дурака по догматике. А ну-ка спроси его. Каково точное соотношение божественной привечной благодати и свободы воли? По 32-му трактату Августина против Пелагиан. Сэр Генри пытался контролировать каждый шаг принцессы, но Елизавета знала английские законы лучше, чем свои 5 пальцев. Стоило ему сказать: «Ваше Высочество, вам нельзя ходить в ту часть сада», как Елизавета включала режим следователя. «Сэр Генри, покажите мне официальный письменный приказ Ее Величества Королевы, где черным по белому написано слово «сад». Этого слова там нет? То есть вы сейчас по собственному произволу ограничиваете свободу дочери Генриха VIII? Вы понимаете, что это превышение полномочий, а за такое можно поехать и в Тауэр? Сэр Генри в панике бежал в свою каморку, садился писать новое 5-страничное письмо в Лондон. «Спасите, принцесса требует разъяснить, считается ли дорожка у конюшни садом, пришлите, пожалуйста, четкую формулировку с печатью». А считается ли эта дорожка юридически-ботанической зоной? Или это незарегистрированная каменистая насыпь согласно Великой Хартии Вольностей? Елизавета быстро поняла, сэр Генри больше всего на свете боится, что она умрет под его надзором, ведь тогда его казнят за отравление наследницы. И она начинает этим манипулировать. У нее периодически начинают опухать руки и ноги, она ложится на кровать и заявляет: «Мне плохо, я умираю, зовите королевских врачей из Лондона». Сэр Генри в панике строчит депешу, когда врачи после одобрения совета с трудом добираются по грязи до Вудстока. Елизавета вдруг идет на поправку, мило улыбается и говорит, что ей уже лучше, а врачи могут ехать обратно. Сэр Генри, поверьте мне, сидел на глазах. Поскольку бумагу и перья у нее отобрали, Елизавета нашла гениальный способ оставить исторический след. У нее на пальце оставалось кольцо с алмазом, и она своим бриллиантом выцарапала на оконном стекле замка Вудсток двустишие, которое потом вошло во все учебники истории. Меня во многом подозревали, но ничего не доказали. Елизавета – узница. Представьте лицо сэра Генри, когда он это увидел. С одной стороны, это порча государственного имущества и дерзость. С другой стороны, это написала принцесса крови. Стекло не бумажка, его в архив не подложишь, не сожжешь. Придется окно выбивать. Он опять садился писать отчет в Лондон. Сэр Генри дошел до такой стадии истощения, что в своих личных письмах умолял: «Да заберите вы ее отсюда, я больше не могу, эта женщина меня доконает». Она переиграла его абсолютно без единого крика, исключительно вежливостью, интеллектом и чудовищной дотошностью. Но пока в сыром Вудстоке Елизавета методично выедала надзирателю мозг чайной ложечкой, наматывая круги по гравийной дорожке, в Лондоне разыгрывалась драма совершенно другого масштаба. Давайте перенесемся туда и во всем разберемся. Начнем с того, что Мария Кровавая была женщиной глубоко несчастной и отчаянно одинокой. Ей было 38 лет. По меркам 16 века возраст почти почтенный. И всю свою неизрасходованную любовь, фанатичную веру и надежды она обрушила на одного человека, на своего мужа Филиппа Испанского. В июле 1554 года они сыграли свадьбу, и это был союз льда и пламени. Мария влюбилась в молодого Филиппа как безумная гимназистка. Она ловила каждый его взгляд, дышать без него не могла и была готова отдать ему всю Англию на блюдечке. Сам же Филипп, скажем так, взаимностью не пылал. Ему эта немолодая, болезненная и фанатичная женщина была глубоко безразлична. Для него это был чистый политический расчет и династический долг. Он откровенно скучал в туманном Лондоне
Вежливо терпел объятия жены и мечтал поскорее уехать обратно в солнечную Испанию. Удержать его Мария могла только одним – наследником. И не просто ребенком, а мальчиком-католиком, который навсегда закроет протестантке Елизавете путь к короне. Мария молилась ночами до кровавых коленей. Рождение ребенка стало ее главной маниакальной идеей фикс. И вот осенью 1554 года, как раз когда Елизавета заканчивала протирать нервную систему сэра Генри, королева Мария вдруг засияла от счастья. У нее прекратились критические дни, начались утренние недомогания, а придворные врачи, робко пощупав королевский живот, торжественно перекрестились. И вот над Лондоном оглушительно гудят колокола. Вся страна замирает в ожидании. Королева официально объявляет о долгожданной беременности. И Англия начинает готовиться к рождению наследника. Друзья мои, прежде чем мы двинемся дальше по сюжету, давайте я объясню вам, что вообще происходило в Лондоне в эти месяцы. Причем сделаю это не скучным языком сэра Генри, а нормальным человеческим языком, чтобы поняли абсолютно все, и наши уважаемые комментаторы-педанты, и даже рыбки с птичками. Итак, королева Мария объявляет о своей беременности. И поначалу, вы не поверите, все действительно выглядело максимально убедительно. Это не было симуляцией или умышленным обманом со стороны королевы. Мария искренне, всем сердцем верила, что ждет ребенка. Более того, ее тело поверило в это вместе с ней. В первые месяцы симптомы шли строго по учебнику. У королевы полностью прекратились критические дни. Ее жутко тошнило по утрам, капризы к еде сводили с ума поваров. Живот стремительно рос и округлялся так, что Марии пришлось полностью менять весь свой королевский гардероб. А в ноябре 1554 года, во время торжественного приема, драма достигла своего пика. Мария вдруг резко схватилась за живот, разрыдалась от счастья и прилюдно воскликнула: «Младенец прыгнул в чреве моем». Придворные акушерки и фрейлины тут же начали радостно кудахтать, качать золотую колыбель и шить кружевные чепчики. Казалось бы, чудо случилось. Вся страна замерла в ожидании католического наследника. Но если английские подданные и личные врачи Марии слепо верили в чудо, то у ее молодого мужа Филиппа Испанского розовых очков с собой не было. Зато он привез с собой в Лондон личную медицинскую элиту лучших докторов Европы того времени. И эти суровые испанские эскулапы, наблюдая за королевой со стороны, очень скоро начинают испуганно шептать Филиппу на ухо: «Сир, у нас огромные проблемы». Испанские врачи первыми забили тревогу, потому что заметили 3 жутких красных флага, которые никак не вписывались в картину здоровой беременности. Королева таяла, а вот живот рос. Обычно беременные женщины набирают вес гармонично. Но Мария на глазах превращалась в живой скелет. Ее руки и ноги стали тонкими, как плети, лицо осунулось, а кожа приобрела землисто-желтый оттенок. Огромный раздутый живот на фоне этого истощенного, усыхающего тела смотрелся чужеродно и страшно. А еще Марию мучили необычные боли в пояснице, а невыносимые дикие спазмы в области таза. Доходило до того, что королева Англии часами лежала на полу, свернувшись калачиком, просто чтобы заглушить эту внутреннюю агонию. Врачи понимали, младенцы так себя не ведут. Внутри королевы прогрессировала тяжелая болезнь. И еще, конечно же, плывущие сроки. Королевские медики никак не могли четко рассчитать дату родов. Мария постоянно путалась в показаниях, когда именно произошло зачатие. Сначала роды ждали в марте, потом перенесли на апрель, а затем на май. Эта вечная чехарда со сроками окончательно убедила Филиппа. Его жена вынашивает собственную смерть, а не новую жизнь. И вот конец апреля 1555 года стал точкой невозврата. Согласно старому английскому протоколу, за месяц до предполагаемых родов королева должна была уйти в так называемый родовой покой. Марию торжественно привозят во дворец Хэмптон-Корт и буквально заживо замуровывают в специальных палатах. Представьте себе эту жуткую атмосферу. Огромные комнаты, где все окна наглухо завешены тяжелыми плотными гобеленами. Дневной свет туда не проникает вообще. Вечный полумрак. Воздух спертый, тяжелый, пахнет воском, лекарствами и благовониями. Вход любым мужчинам, включая министра, туда строго-настрого запрещен. Мария закрывается в этой душной темноте вместе со своими повитухами.
Она сидит там, нежно поглаживая свой огромный больной живот, абсолютно уверена, что со дня на день родит великого короля Англии. Она еще не знает, что колыбель так и останется пустой, а ее муж в этот самый момент за закрытыми дверями ее покоев уже вовсю готовит план «Б» на случай ее скорых похорон. Он смотрел на усыхающую королеву и прекрасно понимал, роды в 38 лет при ее жутком здоровье – это практически гарантированный билет на кладбище. Филипп сел у камина, взял бокал вина и начал просчитывать ходы в этой смертельной политической шахматной партии. Перед ним встал вопрос, кто заберет корону Англии, если Мария умрет прямо во время родов. По закону претенденток было всего две. Первая – наша Елизавета, которая сидит в Вудстоке. Она протестантка, и для него, католика, это, конечно, огромный минус. Но у нее не было за спиной сильной иностранной армии. Она была здесь под рукой, и ее можно приручить. А вот вторая претендентка вызывала у Филиппа панический ужас. Это была наша с вами старая знакомая Мария Стюарт, королева Шотландии. Вот она-то как раз была идеальной, правильной католичкой. Но имелся один крошечный такой нюанс. Она была невестой французского принца. И Филипп моментально сообразил, что если Мария Стюарт сядет на английский трон, то Франция объединит под своей властью 3 королевства. Испания окажется в железном кольце врагов и с треском проиграет геополитическую войну. И в этот момент Филипп мысленно махнул рукой на религиозные догмы и решил: да плевать, что Елизавета протестантка, она хотя бы не француженка. Будем спасать Англию от Франции. И испанский принц делает свой самый гениальный гроссмейстерский ход в этой истории. Он лично забирает Елизавету из-под надзора сэра Генри и приказывает доставить ее прямо к королевскому двору в Хэмптон-Корт. Это было невероятно цинично и чертовски правильно со всех точек зрения. Во-первых, Филипп готовил план заложницы. Если Мария внезапно умирает во время родов, а Елизавета в этот момент находится в глуши, ее тут же перехватят протестантские мятежники, поднимут восстание и выкинут испанцев из страны. А так Елизавета сидит за соседней дверью под плотным конвоем личной испанской охраны Филиппа. И во-вторых, Филипп подстраховался на случай чуда. А вдруг Мария действительно родит живого ребенка? По Лондону уже ходили ядовитые слухи, что бесплодная королева пытается подменить младенца и притащить в спальню чужого ребенка. Елизавета была нужна во дворце как главный железобетонный свидетель. Она должна была прилюдно поклониться новорожденному племяннику и признать его законность, чтобы у протестантов даже мысли не возникло поднимать бунт. Ну а в-третьих, Филипп рассуждал как истинный прагматик. Он прекрасно понимал, что молодая и здоровая Елизавета – это во всех смыслах лучше, чем стареющая Мария. И если королева все-таки умрет, Филиппу просто не придется долго искать себе новую жену. И вот, одним прекрасным апрельским днем Елизавета наконец-то покидает Вудсток. Но если вы думаете, что на этом мучения сэра Генри закончились, как бы не так. Королевский совет велел ему лично конвоировать принцессу аж в Лондон. Мы не будем утомлять вас детальным описанием этого дорожного ада. Скажем лишь одно: для параноика сэра Генри это было худшее путешествие в жизни. По всему пути следования простой английский народ, который знал о возвращении принцессы, высыпал на обочины. Люди радовались, махали руками, кричали: «Боже, храни Елизавету!» и пытались передать в окно кареты то цветы, то свежие пироги. А ведь любые контакты были строжайше запрещены. Сэр Генри в панике метался на лошади вокруг кареты, разгонял верноподданных, конфисковывал пирожки и, кажется, сидел прямо на ходу. Тяжелый, хриплый вздох облегчения вырвался из его груди только в Хэмптон-Корте. Сэр Генри лично, из рук в руки, передал принцессу дворцовой страже, размашисто подписал финальный протокол учета, закрыл свой журнал и, наконец-то, выдохнул. Его личная Голгофа была окончена, карета уехала, а Елизавета шагнула вглубь дворца. Друзья мои, я не буду в деталях расписывать вам каждый день, который Елизавета провела в Хэмптон-Корте. Поверьте, это затянулось бы еще на час, а у нас хронометраж не резиновый. Так что затягивать историю мы не будем. Давайте просто коротко пробежимся по главным вехам этой закулисной дворцовой драмы.
Итак, принцесса прибывает ко двору, и тут же подле нее материализуется законный зять Филипп II. Он начинает аккуратно, но очень настойчиво за ней ухаживать. Ну как ухаживать? Исключительно по-деловому. Филипп буквально из каждого утюга транслирует Елизавете мысль: «Бесс, девочка моя, я твой главный защитник, я твой единственный друг. Помни, кто вытащил тебя от этого душнилы сэра Генри». И пока Филипп строил из себя ангела-хранителя, состоялась та самая легендарная ночная встреча. Примерно через месяц после приезда Елизаветы глубокой ночью Мария внезапно вызывает младшую сестру к себе в темные покои. Беседа получилась, мягко говоря, пренеприятнейшая. Мария устроила сестре жесткий психологический прессинг, пытаясь заставить ее встать на колени и во всем признаться. Зачем? Да чтобы официально сделать Елизавету преступницей и со спокойной душой лишить прав на престол перед своими родами. Но Елизавета включила фирменное упрямство и не сдвинулась ни на миллиметр. «Я ни в чем не виновата, судите меня открыто, а фальшиво клясться не буду». Обессиленная Мария в сердцах лишь горько выдохнула свою знаменитую фразу: «Ну, конечно, ты стоишь на своем. Что ж, Бог знает правду». И вот тут самый сочный момент. Мария была свято уверена, что этот тяжелый разговор действительно слышит только Всевышний. Но на самом деле за тяжелым гобеленом в ее спальне, затаив дыхание, прятался Филипп II. И он, скорее всего, уже мысленно крестился и умолял: «Держись, Бесс, только не сознавайся ни в чем», потому что ее капитуляция ломала всю его геополитическую игру. В итоге Елизавета вышла из этой спальни живой и непобежденной, а весь дворец снова погрузился в гнетущую тишину. Потому что главная интрига, которая сводила Англию с ума, это, конечно же, беременность королевы. И вот теперь давайте, наконец, разберемся, чем закончился этот жуткий триллер в темной комнате. Итак, наступает май 1555 года. Срок, когда Мария Тюдор по всем расчетам должна была явить миру наследника. Весь Лондон замер, акушерки наготове, колыбель начищена до блеска, и ничего не происходит. Первые числа мая, середина, конец, тишина. Придворные врачи бледнеют, покрываются холодным потом, но выходят к прессе с дежурным: «Спокойно, граждане, мы просто слегка ошиблись в дате зачатия. У королевских особ такое бывает. Итак, переносим роды на июнь». Наступает июнь. Градус безумия в Хэмптон-корте взлетает до небес. Понимаете? Мария сидит в этой душной, наглухо занавешенной комнате уже 2 месяца. Ей нечем дышать, ее мучают жуткие боли. И вот тут по Лондону проносится дикий слух: родила здорового крепкого мальчика. Королева чувствует себя прекрасно. Что тут началось? Люди выскочили на улицы, в церквях на радостях зазвонили во все колокола, на площадях накрывают столы и разводят праздничные костры. Но радовались англичане недолго. Уже к вечеру из дворца прилетает официальное: «Стоп, ложная тревога, народ, расходитесь, тушите костры, никто никого не родил, перепутали». Это был колоссальный позор и страшный удар по репутации короны. А теперь давайте заглянем за эти тяжелые гобелены и посмотрим, что творилось с самой Марией. Эта катавасия длилась до августа, и к середине лета уже абсолютно всем, от последнего конюха до иностранных послов, стало ясно: только люди беременность не носят. Это что угодно, но только не ребенок. Живот Марии оставался огромным и раздутым, но при этом сама Мария буквально усыхала. Ее руки превратились в костлявые плети, лицо стало серым, глаза запали. Окружающие с ужасом понимали: королева носит в себе не новую жизнь, а собственную мучительную смерть. Врачи, чтобы спасти свои головы от плахи, начали аккуратно менять показания. Они осторожно шептали Марии: «Ваше Величество, возможно, младенец внутри вас заколдован протестантскими ведьмами, или Бог недоволен Англией». Мария, чья психика уже не справлялась с реальностью, в это охотно поверила. Она решила, что Бог наказывает ее за то, что она слишком мягка с еретиками. Именно в этот период ее депрессия превращается в ярость. И в Англии с новой силой вспыхивают костры, на которых заживо жгут протестантов. Отсюда и пойдет ее жуткое прозвище Мария Кровавая.
Развязка наступает в конце августа 1555 года. 11 месяцев мнимой беременности. Больше прятаться в темноте было невозможно. Мария Тюдор официально выходит из своего родового покоя. Детскую комнату распускают, золотую колыбель тихонько уносят в чулан, чтобы она не мозолила глаза. Королева предстала перед двором постаревшая, исхудавшая, с безумным взглядом и огромным больным животом. Реакция Филиппа была мгновенной и беспощадной. Ему было безумно стыдно. Его, великого принца Испании, будущего властелина половины мира, выставили полным дураком перед всей Европой. Все монархи за его спиной откровенно ржали над этой беременностью. Филипп не стал утешать несчастную жену. В конце августа он просто собрал свои чемоданы, сухо попрощался, сел на корабль и уплыл из Англии. Он фактически бросил Марию, пообещав вернуться когда-нибудь потом. Для Марии это был окончательный крах, и ее сердце было разбито. А что же общественность? Протестанты ликовали и откровенно издевались. На улицах Лондона находили ядовитые записки и стишки, где Марию поднимали на смех, заявляя, что королева разродилась кучей мусора или пустым воздухом. Католики же были в глубочайшем унынии. Они уже понимали, что их время уходит. И среди всего этого пепелища позора и слез стояла одна единственная женщина, которая вышла из этого кошмара абсолютной победительницей. Елизавета. Она своими глазами увидела, что у сестры никогда не будет никаких детей. Она увидела, что Филипп уплыл. Елизавета спокойно стояла в сторонке, провожала взглядом корабль испанского зятя и понимала, ее личное время вот-вот настанет. Колесо истории повернулось в ее сторону. Друзья мои, давайте мы не будем пережевывать поминутно все, что происходило дальше между Марией и Елизаветой. Скажем лишь одно. Королева прекрасно понимала, что дальше оставлять сестру при дворе просто нельзя. Это была бы ежедневная ментальная пытка для королевы. Но арестовать принцессу снова, к великому сожалению Марии, было абсолютно не за что. Поэтому Мария приняла единственное логичное решение. Она просто отпустила Елизавету. Нет, конечно, не на все 4 стороны, а отправила ее с глаз долой в глушь, в загородное поместье Хэтфилд-хаус. Оказавшись там, Елизавета начинает упорно делать вид, что она исключительно благочестивая, тихая и покорная леди, которой этот ваш грохочущий английский трон вообще не интересен. Она целыми днями прилежно молилась, читала книги, переводила античных философов и вышивала, демонстрируя Лондону абсолютнейшее смирение. Но все это было лишь безупречной, гениальной маской. И именно под этим покровом идеального спокойствия в тишине Хэтфилда уже тогда начинала коваться будущая великая история Елизаветы. Вокруг принцессы медленно, тайно и очень аккуратно начали собираться самые важные, дальновидные и преданные люди Англии. Те, кто понимал, что дни Марии сочтены, и делал ставку на новую королеву. И главным архитектором этого тайного союза, человеком, который фактически поведет Елизавету за руку к абсолютной власти, стал тот, кого позже назовут мозгом и серым кардиналом новой эпохи. Друзья мои, встречайте. На сцену выходит великолепный Уильям Сесил. Мы просто не можем не познакомить вас поближе с этим персонажем, потому что, как вы понимаете, он нам в будущем еще очень и очень сильно пригодится. Но при этом мы не будем пересказывать его жизненный путь занудным голосом какого-нибудь сэра Генри, боже упаси. Давайте я расскажу вам все просто, понятно, в том самом стиле, как я и умею. Итак, жили-были в Англии люди по фамилии Сесилы. Семья была самая обычная, не то чтобы запредельно богатая, да и родословная их к древним богам или великим лордам точно не уходила. Нормальные, толковые провинциальные дворяне. И родился у них мальчик по имени Уильям. Парень вырос невероятно сообразительным, с ровным почерком и блестящим умом. Он окончил престижный Кембридж и очень быстро понял, что его главное оружие в этой жизни – это не тяжелый рыцарский меч, а собственная голова. На момент нашей истории Сесилу было всего 35 лет. Уильям был гениальным юристом и потрясающим экономистом. Он просто обожал цифры, отчеты, законы и умел просчитать государственную политику на 10 ходов вперед. И вот однажды его назначают управлять всеми деньгами и землями молодой принцессы Елизаветы.
Стоило им встретиться, как они мгновенно разглядели друг друга. Они оказались настоящими ментальными близнецами. Оба хладнокровные, умные, очень скрытные и готовы перетерпеть любую бурю, лишь бы выжить. Сесил сразу понял, что эта рыжеволосая девушка – будущее Англии, и сделал на нее ставку всей своей жизни. И вот теперь Сесил тихо сидел рядом с Елизаветой в ее ссылке в Хэтфилде. Он проверял каждый ее счет, подсказывал, кому из нужных людей во дворце нужно вовремя подкинуть деньжат на подкуп, а кого просто переманить на свою сторону тайным письмом. Он стал для нее щитом и личным менеджером. А пока Елизавета и ее менеджер Сесил сидят в своей глуши, прилежно читают псалмы и всем своим видом транслируют Лондону: «Ой, да какая политика, успокойтесь. Сыты мы этой вашей властью по горло. Мы просто гуляем по саду». В столице разворачивается заключительный и самый жуткий акт этой кровавой пьесы. Если говорить современным языком, у королевы Марии просто сорвало крышу. И, друзья мои, по-человечески ее понять здесь можно. Представьте себе масштаб этого позора. 11 месяцев ее водили за нос. Ребенка нет. Огромный больной живот никуда не делся. А любимый муж Филипп просто цинично бросил ее и уплыл. В своей измученной, фанатичной голове Мария находит единственное объяснение этому кошмару. Бог наказывает меня. Я плохо возвращаю Англию в истинную католическую веру. Я слишком мягкая с протестантами. И королева буквально срывается с цепи. Она начинает выжигать все вокруг себя. Друзья мои, давайте здесь сделаем небольшое отступление. Я знаю, что в комментариях мне обязательно напишут: подождите. Но ведь в общем счете Маргарет сожгла меньше людей, чем ее папаша Генрих или ее сестра Елизавета за свои годы правления. Да, чисто математически это правда, но давайте сразу расставим точки над «и» и не будем путать грешное с праведным. Из нашего 21 века мы, конечно, можем только погрозить пальцем всем правителям того времени. Казни тогда были варварскими. Хотя, к слову, смертная казнь во многих странах и даже в Соединенных Штатах Америки никуда не делась по сей день. Но есть огромная разница. Елизавета Тюдор позже тоже будет ломать судьбы и рубить головы направо и налево. Но она будет делать это строго по закону государственной машины. За реальные измены, заговоры, попытки переворота и шпионаж – это была жестокая, но сухая политика выживания государства. То же, что творила Мария в эти месяцы – это не политика, это чистая дикость и религиозный психоз. Она жгла обычных горожан, женщин и священников просто за то, что они думали иначе. Это была попытка смыть человеческой кровью свой собственный позор и вернуть уплывшего мужа. И вот весна 1557 года эта безумная кровавая инвестиция Марии как будто бы окупается. На горизонте показываются корабли, и в Лондон снова приплывает Филипп. Несчастная королева сияет от счастья, уверенная, что муж вернулся к ней. Но Филипп, как истинный прагматик, приплыл не ради любви. Испания увязла в тяжелой войне с Францией, и ему позарез нужны были английские деньги и английские солдаты. Он пробыл в Лондоне всего 3 месяца, ровно столько, сколько понадобилось, чтобы вытрясти из английского парламента объявление войны французам. Как только цель была достигнута, а английские полки послушно замаршировали на фронт, Филипп снова сухо поцеловал жену в щеку, поднялся на борт и уплыл навсегда. Но эти 3 месяца короткой иллюзии запустят для Марии второй финальный круг медицинского кошмара. В январе 1558 года Мария официально объявляет Англии: «Я снова беременна. Роды ожидаются в марте или апреле». И вот тут, друзья мои, наступает самый жуткий момент. Если во время так называемой первой беременности 3 года назад вся страна искренне верила, молилась и качала золотую колыбель, то теперь реакция была совершенно другой. Придворный и обычный народ откровенно крутили пальцем у виска. Всем, от министров до последних прачек в Лондоне, было кристально ясно: королева тяжело, неизлечимо больна и просто бредит. По городу поползли злые давитые стишки и карикатуры. Марию открыто поднимали насмех, шепчась, что у нее кубышка поехала. Филипп Испанский даже не подумал вернуться. Получив официальное извещение от жены, он прислал из Брюсселя сухое дежурное поздравительное письмо. Все,
При этом его испанские послы в Лондоне встречили Филиппу секретные депеши. «Сир, не верьте ни единому слову из Лондона. Никакого ребенка там нет. Королева угасает от жуткой водянки и лихорадки. Ее живот растет от смертельной болезни. Готовьтесь к похоронам и думайте, что делаем с Елизаветой». А за закрытыми дверями Хэмптон-Корта разыгрывалась настоящая человеческая трагедия. Мария снова ушла в закрытый родовой покой, занавесив окна гобеленами. Но в этот раз чуда вообще никто не ждал. Опухоль росла с бешеной скоростью, живот Марии раздувался, становился огромным и тяжелым, а сама она при этом таяла на глазах. Из-за диких, невыносимых болей в области таза королева уже почти не могла ходить. Она часами сидела на полу, обложившись подушками, и просто раскачивалась из стороны в сторону, пытаясь заглушить эту внутреннюю агонию. Ей казалось, что ребенок шевелится, но на самом деле эта болезнь заживо пожирала ее изнутри. Наступил март, затем апрель, май. Все мыслимые сроки родов вышли. И вот, к концу лета 1558 года даже до самой Марии сквозь весь ее религиозный фанатизм наконец-то дошла страшная убийственная правда. Никакого наследника не будет. Бог просто не дал ей ребенка, Бог оставил ее. Осенью 1558 года Марию перевезли в Сент-Джеймский дворец. Живот огромный, сил нет. Королева угасает от лихорадки. Филипп на ее письма больше не отвечает. Детскую комнату и пустую колыбель молча убирают в подвалы. Друзья мои, но прежде чем мы навсегда перешагнем этот рубеж, прежде чем изменится эпоха и одна королева сменит другую, давайте все-таки остановимся на минуту, давайте отдадим должное Марии Тюдор и честно расскажем, что же на самом деле происходило с этой женщиной в ее последние дни. Возможно, именно тогда мы наконец поймем, что стояло за всеми этими ужасными кострами, казнями и национальной катастрофой. Давайте на пару минут побудем для нее не только строгими обвинителями, но и нормальными адвокатами. Давайте разберемся, от чего же на самом деле умерла несчастная королева. В XVI веке никто толком не мог понять, что же с ней творится. Придворные лекари только разводили руками и списывали все на божью кару, а то и вовсе обвиняли королеву в том, что она сама придумала свою беременность из-за гордыни. Уровень медицины тогда, сами понимаете, был на уровне пещерных людей. Никаких анализов, снимков или обследований сделать никто не мог, а лечили все подогретым вином и кровопусканием. А дела, между тем, обстояли очень страшно. На самом деле, пугающе страшно. И вот только представьте себе, какому ошеломляющему заключению приходит современная медицина, детально изучив все ее симптомы, письма и дневники. Сегодня врачи ставят Марии Тюдор 2 диагноза. Первый и самый главный из которых – это опухоль головного мозга. Вы спросите, но при чем здесь опухоль в голове и ее жуткий, огромно раздутый живот? Как связаны мозги и беременность? А связь тут самая прямая и пугающая. Это опухоль, а в медицине ее называют пролактиномой. Вырастает в гипофизе. Это крошечный, но важный центр в нашем мозге, который работает как главный рубильник всех гормонов в теле. И когда в этом рубильнике из-за опухоли происходит поломка, в организме женщины начинается настоящий ядерный взрыв. Мозг начинает сходить с ума и посылать телу ложные сигналы. Гормоны зашкаливают так, что несчастная Мария искренне, каждой клеточкой своего тела начинает ощущать себя беременной. У нее полностью пропадают критические дни, ее дико тошнит по утрам, меняются вкусы. И самое поразительное, у нее действительно начинает стремительно расти и раздуваться живот. Вы только представьте, в каком персональном кошмаре жил этот человек. Собственное тело жестоко обманывало ее. Но самое страшное в опухоли мозга – это то, что она давит на серые клеточки. Пролактинома колоссально меняет психику человека. Она вызывает жуткие, неконтролируемые вспышки ярости, паранойю, панические атаки, глубочайшую депрессию и самое настоящее помутнение рассудка. Мария Тюдор в свои последние годы
буквально была не в себе. Человек находился в состоянии постоянного, непрекращающегося гормонального сумасшествия. И все эти ее страшные, чудовищные решения сжечь людей сотнями на площадях, весь этот фанатизм во многом результат ее больного, разрушающегося разума. Из-за давления опухоли ее накрывали приступы безумия. Ей казалось, что Бог наказывает ее за плохую борьбу с протестантами, что именно поэтому у нее болит голова, а боли у нее были такие, что она лезла на стену. В своем гормональном бреду она пыталась задобрить небеса новыми казнями. То, что она творила, это кошмар, и оправдания этому нет. Но теперь мы знаем, что за этим стоял не просто злой умысел, а страшная разрушительная болезнь, которая лишила королеву остатков человеческого разума. Но опухоль мозга была не единственным ее диагнозом. Врачи подозревают и вторую, не менее жуткую болезнь, которая добивала ее снизу. Второе заключение современных докторов звучит так: рак яичников или матки. И вот здесь, друзья мои, нам нужно с вами спуститься в самое детство и юность Марии, чтобы понять всю глубину трагедии. Давайте я объясню вам все человеческим простым языком. Мария Тюдор не проснулась больной в 40 лет. Она была глубоко несчастным и больным человеком практически с самого рождения. Из-за всех ужасов, которые устроил ее папаша Генрих VIII, когда он разводился с ее матерью, выкинул Марию из дворца, лишил титула принцессы и заставил признать себя незаконно рожденной, девочка жила в состоянии перманентного дикого стресса. А стресс в подростковом возрасте, как вам скажет любой современный врач, это главный убийца женского здоровья. Уже лет с 14 у Марии начались жуткие, просто катастрофические проблемы, по-женски. Во время критических дней Мария буквально каталась по полу от невыносимой боли, падала в обморок, а ее лицо становилось бледным, как стена. Лекари XVI века только качали головами и лечили принцессу кровопусканием, понимаете, да? Человеку и так плохо, у нее кровь из носа идет от давления, а ей еще и вены режут. Если бы Мария жила в наше время, ее бы отвели к хорошему гинекологу или эндокринологу, выписали нужные таблетки, гормоны, подлечили нервы, и она спокойно жила бы до 100 лет, нянча внуков. Но в XVI веке эта запущенная, нелеченная болячка годами копилась внутри нее, как бомба с часовым механизмом. И вот, к 40 годам эта бомба взорвалась. Хронические женские проблемы переросли в самую настоящую онкологию. Внутри нее выросла гигантская опухоль, которая вызывала страшные осложнения, так называемую водянку. Это когда внутри живота из-за рака начинает скапливаться жидкость. Лежа в кровати, несчастная королева носила в себе литры этой воды. Живот становился огромным, как на 9-м месяце беременности. Вот вам и весь секрет ее беременности. Сверху ее разум туманила опухоль мозга, заставляя верить в чудо, а снизу живот раздувала смертельная раковая опухоль. Болезнь буквально пожирала Марию изнутри, забирая все силы. К 42 годам от некогда гордой королевы остался лишь измученный живой скелет с огромным животом. Она была обречена, и когда летом 1558 года в Англию пришла страшная эпидемия обычного гриппа, у Марии просто не осталось сил. Банальная простуда добила ее истощенный раком организм. В ноябре, понимая, что жить ей осталось считанные дни, Мария Тюдор оказывается перед лицом сокрушительного поражения. Все, ради чего она жила, сжигала людей на кострах и ломала страну, превратилось в прах. У нее нет детей, муж ее бросил, а престол Англии по закону теперь должен достаться той самой младшей сестре-протестантке, которую она так сильно ненавидела. Сжав зубы, Мария подписывает свой последний указ. Выбора у нее не было. Она официально признает Елизавету своей преемницей, умоляет только об одном – не трогать католическую веру в Англии. Эту просьбу Елизавета, конечно же, выбросит в корзину в первый же день своего правления. Друзья мои, прежде чем Мария навсегда закроет глаза, давайте вернемся к Елизавете и поясним один очень важный момент. Если вы думаете, что сесть на королевский трон – это раз плюнуть, то вы глубоко ошибаетесь. Да, в воздухе уже пахнет переменами. И абсолютно все понимают, кто тут следующая в очереди. Но это в нашем 21 веке все цивилизовано. Прошлый правитель умер, новый сел на трон, все счастливы, пьют шампанское и смотрят трансляцию по телевизору. В 16 веке все было гораздо жестче.
Будущий трон – это огромный риск гражданской войны. Тебя с этого престола могут 100 раз скинуть еще на подходе, поднять бунт или устроить переворот. И вот сейчас я вам объясню на пальцах так, чтобы поняла даже сметана в холодильнике, зачем Елизавете в этот момент отчаянно нужны были деньги. Вы скажете: подождите, так она же принцесса Тюдор, дочка Генриха, у нее куча поместий, она и так богатая. Богатая-то она богатая, на бумаге. Но в те времена богатство – это земля, а земля приносит доход мешками с зерном, шерстью или коровами, да и то раз в полгода. Но вы не можете прийти к капитану лондонской гвардии и сказать: слушай, открой ворота Хэмптон-Корта именно Елизавете, а я тебе за это 3 мешка репы привезу. Чтобы сесть на трон безопасно, Елизавете и Сесилу прямо здесь и сейчас нужен был живой кэш, чистое золото. Деньги нужны были круглосуточно. Платить шпионам в Лондоне за свежие сплетни о здоровье Марии, подкупать гвардейцев, нанимать вооруженных людей для охраны. Этот величайший стартап в истории Англии требовал колоссального спонсорства. А взять наличные деньги было просто негде. Мария Кровавая перекрыла сестре все финансовые краны. И вот именно в этот самый тяжелый роковой момент, когда нужно сделать решающий шаг, а помощи ждать неоткуда, эта помощь приходит максимально своевременно и от человека, которого мы с вами уже прекрасно знаем. Встречайте опять Роберт Дадли. Если вкратце, для тех, кто подзабыл, Роберт Дадли на момент нашей встречи, конечно, официально женат, и его жена Эми Робсарт кукует в провинции и глубоко несчастна в этом браке. А мысли Роберта заняты совсем другой женщиной. Они с Елизаветой знали друг друга с самого детства, вместе росли, но недавно судьба столкнула их в жутком месте, в камере смертников в Тауэре. Именно там, среди серых стен и в шаге от плахи, Роберт окончательно и бесповоротно потерял голову от Елизаветы. Она стала его музой, его мечтой и его главной судьбой. За прошедшее время этот парень успел пройти все круги ада. От смертного приговора до полной унизительной нищеты. Спасла его, как ни странно, война во Франции. Роберт уехал на фронт и вернулся оттуда настоящим героем. Корона сменила гнев на милость, и братья Дадли официально вернули все. Их честное имя, огромные родовые земли, титулы и деньги. И вот теперь представьте ситуацию. Ты наконец-то богат, свободен и чист перед законом. Кажется, живи себе спокойно, богатей, вернись к жене, заводи детей и наслаждайся моментом. Но Роберт принимает абсолютно другое решение. Он смотрит в сторону Хэтфилда и понимает, что его муза сейчас находится на низком старте, и ей для рывка к короне отчаянно нужны деньги. И вот тогда Дадли проворачивает то, что уже однажды делал ради этой рыжеволосой женщины. Плевать он хотел на свое только что возвращенное богатство. Роберт начинает спешно, за бесценок закладывать и продавать свои только что возвращенные земли. Он переводит все имущество в живое золото и мешками отправляет эти наличные деньги Елизавете. На остатки денег он скупает лучших боевых коней, нанимает профессиональных всадников и сам во главе этого преданного отряда мчится к ней. Он привозит Елизавете не просто золото, он привозит ей готовую личную мини-армию в самый критический момент, когда Мария еще жива. Но счет идет уже на минуты. Друзья мои, просто поймите, Дадли отдал ей все, что у него было. Представьте себе состояние Елизаветы. Вокруг нее куча чиновников и лордов. Все смотрят на нее, шепчутся, высчитывают выгоду. Ни одного искреннего лица. И тут в Хэтфилд влетает Дадли, весь в дорожной пыли с горящими глазами, ведя за собой отряд элитных всадников. Елизавета встретила его с невероятным облегчением и глубочайшей благодарностью. Среди всей этой толпы приспособленцев Роберт был единственным, кто привез ей не дежурные комплименты, а реальную силу, защиту и преданность, ради которой продал последнее имущество. Для одинокой принцессы, которая всю жизнь ждала удара в спину, это был шок. И вот, пока Мария доживает свои последние дни в Лондоне, давайте честно ответим на самый важный вопрос, который, я уверена, сейчас интересует многих. Было ли что-то между Елизаветой и Робертом Дадли в те самые дни в Хэтфилде? Ну, вы понимаете, о чем я. Давайте сразу снимем белые перчатки. Истории про то, что Елизавета до конца дней оставалась хрустально чистой девственницей, которая даже не помышляла о мужчинах, это, друзья мои, бред собачий.
или красивая сказка для совсем уж маленьких детей. Елизавета была живой, молодой, очень страстной женщиной, а Роберт Дадли – первым красавцем Англии, который ради нее только что продал свои земли. Но было ли это прямо тогда в Хэтфилде? Скорее всего, до главной черты они тогда не дошли. И вовсе не потому, что были скромниками. Просто Елизавета была гением самоконтроля. Представьте, она в одном шаге от короны. Вокруг нее круглосуточно бродят шпионы Марии. Каждый ее вздох фиксируется. А Роберт Дадли, напомню, официально женат. Если бы Елизавета прямо тогда прыгнула к нему в постель и, не дай бог, забеременела от женатого мужчины, католики сожрали бы ее с потрохами. И никакой короны она бы не увидела. Рисковать всем ради мимолетной страсти – нет. Елизавета была слишком умна для этого. Но если между ними и не было физической близости в те дни, то там бушевал настоящий электрический шторм. Это были недели долгих взглядов, тайных вздохов, полушепота в темных коридорах и абсолютного безграничного доверия. Дадли привез ей свое золото, своих коней и свою жизнь. А Елизавета взамен отдала ему то, что не отдавала вообще никому – свою уязвимость. Итак, на дворе осень 1558 года. И для Марии Тюдор наступают недели самого настоящего земного ада. Измученная опухолью мозга, раздутая от раковой водянки, она угасала в течение долгих 3 месяцев. С каждым днем ей становилось все хуже и хуже. Она почти не спала от диких мигрений, бредила и постоянно звала своего мужа Филиппа Испанского, который ее бросил. И вот, за несколько дней до конца Мария ненадолго приходит в себя. Она смотрит на своих фрейлин своими полуслепыми глазами и произносит фразу, которая навсегда войдет в историю. «Когда я умру и меня вскроют, вы увидите, что в моем сердце высечено 2 слова – Филипп и Кале». А потом наступает морозное утро 17 ноября 1558 года. Часы бьют рассвет. В спальне королевы служат финальную католическую мессу. Мария Тюдор из последних сил делает последний глоток святого причастия, тихо шепчет «Аминь», закрывает глаза и уходит в бессознательное состояние. Около 6 часов утра 42-летняя кровавая Мэри испустила свой последний вздох. Все, мучения закончились. Закончилась ее страшная эпоха. А дальше, друзья мои, начинается то, чего в истории Англии не ожидал вообще никто. По протоколу смерть монарха – это великое, скорбное и трагическое событие. Но только не в этот раз. Буквально через пару часов лорд-канцлер, архиепископ Хит входит в зал заседаний английского парламента. Там сидят все лорды, судьи и депутаты Англии. Он торжественно объявляет: «Господа, королева Мария скончалась. И что вы думаете, делают эти чопорные английские джентльмены? Начинают плакать, объявляют траур, как бы не так. Весь зал парламента в едином порыве вскакивает с мест, швыряет вверх свои шапки и начинает дико орать от радости. Они хором кричат: «Да здравствует королева Елизавета!» Депутаты буквально пустились в пляс прямо в зале заседаний. Такой бурной, неприличной радости на смерть монарха Англия не видела никогда. То, что началось в этот момент на улицах Лондона, невозможно описать одним словом. Едва весть разнеслась по городу, столицу накрыла волна чистого, абсолютного экстаза. Люди выбегали из домов, обнимали первых встречных, плакали от облегчения. На каждой площади города лондонцы разводили гигантские костры. Предприимчивые трактирщики прямо на мостовые выкатывали бочки с пивом и вином, выносили столы с колбасой и хлебом. Весь Лондон превратился в один огромный пьющий и гуляющий карнавал. И вот пока Лондон гуляет и пьет бесплатное вино, на дорогах Англии начинается та самая уморительная кинокомедия. Поставьте себя на место английских дворян. Вы всю жизнь брезгливо фыркали в сторону Елизаветы. За глаза называли ее нищей и бастардом. Строчили на нее доносы Марии и молились, чтобы эту рыжую девчонку поскорее казнили. И вдруг среди ночи вам приносят весть: Мария умерла, а Елизавета королева. Что делать? Правильно, бежать, сверкая пятками, ломая ноги и загоняя лошадей. На дороге из Лондона в Хэтфилд-хаус начинается самый настоящий официальный конкурс «Кто быстрее добежит». Это была чистая хохма.
Высокородные графы, лорды и судьи, теряя на ходу свои роскошные бархатные шляпы и дорогие штиблеты, неслись на перегонки по осенней грязи. Кареты застревали, благородные господа пачкали дорогие камзолы, расталкивали друг друга локтями, лишь бы первыми ввалиться в Хэтфилд, рухнуть на колени перед Елизаветой, стучать головой о пол и кричать: «Ваше Величество! Да мы всегда только за вас молились! Вы наша истинная королева!» А вы спросите: неужели все действительно было настолько цинично и смешно? Да, друзья мои, именно так. Истории подтверждают. Хэтфилд в один день превратился в Вавилон. Переобувались в воздухе прямо на скаку. Одним из первых в Хэтфилд примчался архиепископ Николас Хит. Человек, который вообще-то был верным католиком Марии, но инстинкт самосохранения сработал безупречно. Он лично объявил парламенту о смерти Марии и тут же помчался присягать еретичке Елизавете. За ним на перегонки мчались вчерашние королевские советники, которые еще неделю назад подписывали смертные приговоры протестантам. А теперь, друзья мои, давайте посмотрим, что в это время творят великие и могущественные Говарды. Помните этих замечательных близких родственников Елизаветы по материнской линии? Но тех самых, которые, когда маленькая принцесса оказалась без казненной матери, без гроша в кармане и всеми забытая, моментально дистанцировались от нее на безопасное расстояние. Ну а что, общаться с дочкой ведьмы Анны Болейн было смертельно опасно для карьеры. При кровавой Мэри эти ребята устроились просто идеально. Они были ярыми католиками и держали Англию в ежовых рукавицах и в ус не дули. И вот наступает 17 ноября. В Лондоне звучит похоронный звон, и наши Говарды внезапно осознают, что на троне теперь та самая девчонка, на которую они годами смотрели свысока. Что делают наши благородные родственники? Правильно, они завязывают шнурки покрепче и выдают такой олимпийский забег по грязи в сторону Хэтфилда, что позавидовали бы лучшие гончие королевства. Молодой глава клана Томас Говард, на минуточку, родной троюродный брат Елизаветы, примчался в поместье одним из первых. Надо было видеть это зрелище. Человек, который еще вчера истово крестился по католическому канону и клялся в верности Марии, падает на колени перед Елизаветой и с придыханием заявляет: «Сестра, да мы же одна кровь, весь наш клан всегда душой и сердцем был только с тобой». Переобувание в воздухе произошло на такой бешеной скорости, что в Хэтфилде, кажется, поднялся ветер. Елизавета, конечно, все прекрасно понимала. Она обладала прекрасной памятью. Но Елизавета уже тогда была гениальным циничным политиком. Она понимала, Говарды – это самая влиятельная и богатая аристократия Англии. Начни она сейчас мстить и размахивать топором, и католическая элита просто разнесет страну на куски. Поддержка кузенов была ей жизненно необходима, поэтому Елизавета включила актрису высшего уровня. Она ласково приняла запыхавшегося братишку, мило улыбнулась и сделала вид, что абсолютно верит в эту внезапно проснувшуюся родственную любовь. Она простила Говардам все и даже назначила Томаса главным по организации своей будущей пышной коронации. Ну что, друзья мои, Марии больше нет, и Елизавета Тюдор наконец-то въезжает в Лондон. То, что творилось в те дни на улицах английской столицы, невозможно описать словами. Это был абсолютный чистый экстаз. Люди рыдали от счастья, обнимались, фонтаны на площадях заправляли бесплатным вином, а молодую королеву буквально засыпали цветами. Англия праздновала избавление от кошмара. Костры инквизиции потухли, кровавая Мария ушла в историю. Кстати, вы спросите, а как Елизавета поступила с телом сестры? Приняла ли она участие в похоронах? Конечно, друзья мои. И сделала это по-королевски. Елизавета могла сколько угодно недолюбливать Марию, как человека, но она свято чтила сам статус монарха. Она выделила огромные деньги, устроила сестре роскошные похороны по католическому обряду и лично сидела на поминальной службе с благочестивым лицом. Мол, личные обиды в сторону, мы хороним королеву Англии. И именно в этот момент случился один безумно показательный, но забавный, хотя для кого как, факт. Я просто не могу обойти его стороной, потому что он шикарно показывает, как умела вести себя Елизавета. Итак, нам вон читать заупокойную проповедь вышел епископ Джон Уайт.
И тут святой отец, что называется, слишком разоткровенничался с публикой. Он так увлекся, что напрочь забыл, что его любимая королева Мария вообще-то уже мертва. И самое главное, он вообще не понял, кто теперь сидит перед ним. Для него Елизавета все еще оставалась той бесправной рыжей девчонкой, которую можно безнаказанно пнуть. И вот представьте картину. Полный зал лордов, гробовая тишина, и этот епископ во весь голос ляпает своим языком строчку из Библии: «Живая собака лучше мертвого льва». И начинает прямым текстом объяснять залу: да, наша покойная Мария была великим царственным львом, но льва больше нет. А вместо нее у нас теперь осталась, обычная живая собака. И выразительно вот так смотрит на Елизавету. У иностранных послов в этот момент челюсти на пол упали. Это же чистой воды оскорбление ее величества. За такое чудоры обычно сразу башку рубили. Что, думаете, сделала Елизавета? Вскочила, закричала, затопала ногами, устроила скандал? Нет, конечно. Мы же на королевских похоронах. Елизавета была слишком умна, чтобы устраивать дешевые концерты. Она досидела всю службу с абсолютно каменным ледяным лицом, даже бровью не повела. Мол, говори, говори, дорогой епископ, я тебя прекрасно слышу. И чем же, вы думаете, все закончилось для этого придурка? Прошу прощения, иначе его не назовешь. Елизавета ничего не забывала. На следующее же утро, едва епископ проснулся, в его двери вежливо постучали королевские гвардейцы. Елизавета без лишнего шума и пыли отправила святого отца под домашний арест. А когда он попытался возмущаться, его в таком случае ласково припроводили в Тауэр подумать над своим поведением. А вы спросите, и что, этот шутник просидел в тюрьме до конца своих дней? Нет, друзья мои, Елизавета была гораздо хитрее. Она прекрасно понимала, если епископ загнется на тюремных нарах, фанатики сделают из него святого мученика. А портить себе карму в первый же год правления королева не хотела. Но Тауэр – это, конечно, не пятизвездочный отель. Там было так сыро, холодно и мерзко, что суровый каменный замок быстро вытряс из нашего героя весь пафос. Всего за несколько месяцев епископ растерял здоровье и превратился в дряхлого старика. Увидев, что в сырых стенах Тауэра епископ, как это помягче сказать, очень сильно и очень резко исправился, Елизавета великодушно выпускает его под честное слово. Конечно, не на все 4 стороны, а отправляет его в самую глухую деревню к его родной сестре. Мол, ступай, дедушка, посиди на свежем воздухе, попей парного молока, здоровье поправь, подальше от моих королевских глаз и, главное, от большой политики. И там, в тишине и, главное, без куска хлеба с королевского стола, этот гений библейских цитат тихонечко и умер в январе 1560 года. Елизавета избавилась от опасного врага красиво, изящно и не испачкав руки. Друзья мои, но прежде чем мы продолжим, давайте остановимся и ответим на один важнейший вопрос. Его невероятно часто задают в комментариях, и я уверена, что он волнует многих из вас. Почему Елизавета, став королевой с абсолютной властью, так и не реабилитировала имя своей матери Анны Болейн? Неужели ей было настолько плевать на собственную мать? Она ведь знала, что Анну оклеветали и казнили ни за что. Нет, друзья мои, Елизавете точно не было плевать. Напротив, она всю жизнь свято чтила ее память. Но официальная бумажная реабилитация Анны Болейн через парламент в 1558 году это было бы чистое, стопроцентное политическое самоубийство. Давайте я разложу вам это по полочкам. Вся легитимность Елизаветы, все ее права на престол держались на одном единственном факте. Она дочь великого, грозного и обожаемого короля Генриха VIII. Для англичан того времени Генрих был непререкаемым авторитетом. А теперь представьте, Елизавета выходит к парламенту и официально заявляет: суд над моей мамой Анной Болейн был фальшивкой, ее оклеветали. Что это значит на юридическом языке? Это значит, что ее отец не великий монарх, а кровожадный дурак, тиран и судейский убийца, который казнил невинную женщину. В XVI веке авторитет короны был священен. Монарх не мог ошибиться. Бросить тень на отца означало полностью разрушить собственный статус законной королевы. Елизавета понимала, ее трон стоит на плечах Генриха, и пилить этот сук нельзя ни в коем случае.
Анну Болейн казнили не просто по щелчку пальцев короля. Был официальный суд присяжных, в котором сидели самые знатные, богатые и влиятельные лорды Англии. И вот на дворе ноябрь 1558 года. Елизавета сидит в Хэтфилде, а эти самые лорды или их родные сыновья толпятся у ее порога, ломая ноги, чтобы присягнуть ей на верность. Тот же ее кузен Томас Говард, о котором мы только что говорили, его дед лично сидел в судейском кресле, приговаривая Анну Болейн к топору. Если бы Елизавета сейчас начала официальное расследование и реабилитацию, ей пришлось бы объявить всю высшую аристократию Англии палачами и лжецами. Это мгновенно взорвало бы страну. Вместо мирного воцарения принцесса получила бы жестокую гражданскую войну в первый же день. Поэтому Елизавета Тюдор выбрала путь хитрой лисы. Она не стала громко махать бумажками в парламенте. Зачем копаться в старых скелетах, если можно реабилитировать мать делами? Она тут же приблизила к себе всех родственников по линии Болейн, осыпав их деньгами и должностями. На свою коронацию она приказала выставить символику Анны Болейн, знаменитого белого сокола, показав двору. И я помню, чья я дочь. До конца своих дней Елизавета носила на пальце знаменитый секретный перстень. Только после ее смерти слуги откроют этот медальон и увидят, что внутри спрятаны два крошечных портрета самой Елизаветы и ее мамы, Анны Болейн. Она любила мать в тишине своего сердца, но государственные интересы Англии поставила выше личной мести. И это, друзья мои, признак по-настоящему великого правителя. Друзья мои, прежде чем мы перейдем к одному роковому дню в жизни не столько Елизаветы, а сколько Роберта Дадли, давайте расскажем, что же еще важного происходило в эти первые дни и месяцы ее правления. Напомню вам, Елизавета у нас это не просто красивая молодая королева в роскошных платьях. Это в первую очередь умнейший расчетливый политик. В отличие от своей покойной сестры Марии, Елизавета годами сидела в своей ссылке, внимательно наблюдала за всем, что творила кровавая Мэри, и прекрасно понимала, религиозный вопрос в Англии – это тончайшая опасная грань. Один неверный шаг, и страна просто захлебнется в гражданской войне. Как она поступила? Елизавета была истинной дочерью своего отца Генриха VIII и своей матери Анны Болейн. А это значит, что католицизм для нее был неприемлем, чисто исторически. Ведь именно католическая церковь назвала брак ее родителей незаконным, а ее бастардом. Независимая англиканская церковь была для нее единственным способом удержать корону. Но Елизавета не стала устраивать ответный террор и мстить католикам. Первое, что она сделала, она тут же раз и навсегда потушила костры инквизиции. Она проявила потрясающую гибкость и выстроила систему так просто и понятно, чтобы правила игры дошли до абсолютно каждого подданного. На человеческом языке ее позиция звучала примерно так. «Мне абсолютно все равно, кому вы там молитесь у себя дома под одеялом, да хоть духу своей собственной прабабушки. Это ваше личное интимное дело». Но официальная религия в Англии – это англиканская церковь. На людях по воскресеньям вы обязаны приходить на службу и признавать меня главой этой церкви. Будете вести себя тихо, платить налоги и соблюдать законы, никто вас пальцем не тронет. Благодаря этому умному решению Елизавета умудрилась пройтись по лезвию ножа. Протестанты ликовали, их вера вернулась. Католики вздохнули с облегчением. Их никто не собирался тащить на плаху или сжигать заживо на площадях. Просто за то, что они думают иначе. Англия, которая еще вчера напоминала бочку с порохом и насквозь пахла гарью, наконец-то успокоилась, расслабилась и выдохнула. Церковный кризис был решен с гениальной простотой. Разобравшись с Богом и церковью, молодая королева повернулась к государственным делам. И тут ее ждал новый вызов – парламент, который с порога начал требовать от нее немедленно выйти замуж. Друзья мои, прежде чем мы перейдем к самой пикантной теме, к женихам, давайте зафиксируем один очень важный момент. Нам нужно раз и навсегда разбить один дурацкий штамп, который некоторые с абсолютной уверенностью любят повторять у меня прямо в комментариях. Читаешь и диву даешься. Люди утверждают это с таким опломбом, будто они лично встречались с Елизаветой. Зато она была страшная.
Друзья мои, давайте запомним раз и навсегда. На этом канале мы опираемся не на мультики, не на комиксы и не на глупые мемы из соцсетей. Мы опираемся исключительно на исторические факты. Так вот, если поднять официальные документы, детальные воспоминания современников и депеши главных иностранных послов, которые, к слову, Елизавету терпеть не могли и с огромным удовольствием облили бы ее грязью при первой возможности, королева была, точно не страшной. Уверена, она выглядела не хуже многих комментаторов, которые эту глупость пишут, хотя, конечно, о вкусах не спорят. Но какой же Елизавета была на самом деле? Давайте расставим все по местам. По описаниям очевидцев, это была высокая, очень стройная женщина с красивой чистой кожей и потрясающей копной ярко-рыжих волос. Ее отдельной гордостью были невероятно изящные руки, которыми она, к слову, очень красиво и умело жестикулировала в такт речи. А вся эта каноническая история с мертвенно-бледным лицом, маской и жестким париком, которую вы привыкли видеть в кино, случится много-много позже. И этот сюжет про ее тяжелую болезнь и то, как она выглядела в старости, мы обязательно подробно разберем. Так что давайте закроем эти дурацкие споры. В конце концов, мы здесь оцениваем не участниц конкурса красоты, а великого лидера на государственном троне. А на момент своего воцарения Елизавета была не просто умной правительницей, а красивой, харизматичной, статной женщиной и самой завидной невестой. И вот тут, друзья мои, на международной арене начинается такой цирк. Хоть попкорн закупай. Сразу отвечу на вопрос, который наверняка крутится у вас в голове. Нет, друзья мои, Иван Грозный к ней в те дни пока еще не сватался. Это случится потом. Но и без Ивана под окнами Елизаветы выстроилась такая очередь из кавалеров, что яблоку негде было упасть. И вот в этом вопросе Елизавета оказалась абсолютно не в своего папу. Если ее папа Генрих VIII готов был жениться изо дня в день, меняя жен как перчатки, то Елизавета связывать себя узами брака не собиралась вообще. Но говорить об этом вслух было нельзя, дипломатия. Поэтому она включила режим великого Динамо и начала виртуозно водить всю Европу за нос. Кто же пытался урвать завидную невесту? Вы только посмотрите на этот список кандидатов. Филипп Испанский. Да-да, тот самый безутешный вдовец, ее только что похороненной сестры Марии Тюдор. Не успели, как говорится, остыть угли на поминальном костре, как Филипп подумал: а чё добру пропадать? Корона Англии мне же нравится. Женюсь-ка я теперь на младшенькой. Елизавета на его предложение лишь загадочно улыбнулась и начала тянуть время. Она понимала, выйти за него – это снова наступить на те же грабли, что и Мария. Следующий жених. Принц Эрик Шведский, будущий король Эрик XIV. Этот парень подошел к делу с размахом. Он завалил Елизавету горами писем, посылал ей роскошные подарки, соболей, золото и клялся в вечной любви. Австрийские эрцгерцоги, немецкие принцы – все они наперебой слали в Лондон свои парадные портреты, которые в XVI веке работали вместо Тиндера, надеясь очаровать молодую королеву. А что делала Елизавета? Она устроила из своей незамужней руки настоящее политическое оружие. Вместо того, чтобы грубо и четко сказать: «Мальчики, до свидания, замуж я не пойду», она затеяла великую игру в кошки-мышки. Одну неделю она мило подмигивала испанскому послу и намекая, что Филипп очень даже ничего. Вторую неделю она принимала подарки от шведов и вздыхала: «Ах, каков красавец!» Третью неделю она благосклонно слушала австрийцев. Зачем это было нужно? Все гениальное просто. Пока европейские короли надеялись, что вот-вот женятся на Елизавете и получат Англию без единого выстрела, они не нападали на ее страну. Зачем тратиться на войну, если можно просто дождаться свадьбы? В смысле, не хочешь замуж? Да я ради того, чтобы просто пойти под венец, готов был полмира сжечь. И в кого ты такая упрямая? Ну а теперь, друзья мои, давайте заглянем в королевский кошелек. Ну а чё? И тут нас ждет полный кошмар. Елизавета приняла Англию абсолютным круглым банкротом. Денег в казне не было вообще, а долги были астрономическими. А все потому, что ее папаша знатно поиздевался над английской валютой. Объясню на пальцах. Представьте, что вы покупаете молоко, а хитрый фермер решил
заработать побольше и разбавил его водой наполовину. Вы один раз попробуете эту мутную водичку, плюнете и больше к нему не придете, да еще и другим расскажете. Молоко потеряло доверие, фермер разорился. Вот точно так же ее папа Генрих поступал с английскими деньгами. Когда у него кончалось серебро на войны и пиры, он приказал тайно подмешивать в монеты дешевую красную медь. Сверху монету покрывали лишь тоненьким слоем чистого серебра, блестит как новенькая. Но когда люди терли эти деньги в карманах, серебряное напыление быстро стиралось. И раньше всего оно стиралось на самом выпуклом месте монеты, на носу самого короля. В народе Генриха VIII даже ехидно прозвали «старый медный нос», потому что с новеньких монет на людей буквально проступал красный медный нос правителя. В итоге английскому фунту перестали верить вообще все. Иностранные купцы воротили от него нос и уплывали из Англии. Цены в английских лавках взлетели до небес. Торговля встала, и страна стремительно нищала. И тут молодая Елизавета вместе с Сесилом делает один единственный гениальный ход. Она по сути заявляет: «Хватит уже разбавлять молоко». Королева в приказном порядке изымает из оборота абсолютно все эти грязные медные монеты у населения. Весь этот ворох фальшивок свозят на монетный двор и переплавляют. Специальные мастера четко разделяют дешевую медь от серебра. Медь безжалостно выбрасывают. А из чистого стопроцентного серебра Елизавета чеканит совершенно новые, полновесные, честные монеты. И все, доверие вернулось мгновенно. Купцы со всей Европы радостно поплыли в Лондон, цены в магазинах наконец-то упали, а торговля рванула вверх. Без единого выстрела, просто вернув в оборот честную монету, Елизавета спасла экономику страны и заслужила бешеное уважение своего народа. Наговор! Какое безобразие! Это вообще не я был, это кто-то другой мои королевские деньги фальшивил. Я сам в шоке. Ну ладно, дочь, молодец, что заметила. Ну и, конечно, важнейшая победа Елизаветы за 2 первых года правления. Она намертво заперла ту самую опасную заднюю дверь Англии со стороны Шотландии. То, чего годами не мог добиться силой ее грозный папа Генрих VIII, молодая девочка провернула изящно и технично, полностью выкинув французов со своих границ. Друзья мои, всю эту шпионскую спецоперацию мы уже очень подробно рассказывали в роликах про Марию Стюарт, поэтому здесь пересказывать ее не будем. Просто давайте зафиксируем. За первые 2 года вся Европа осознала, что на английский трон наконец-то сел действительно настоящий великий правитель. Ну а теперь, друзья мои, о главном. Что же там наш Дадли? Давайте наконец разберемся, что все эти 2 года происходило между Елизаветой и ее, назовем его прямо, главным мужчиной всей ее жизни. Все это время Роберт Дадли вел себя при дворе как самый настоящий невенчанный муж Елизаветы. Его личные покои находились прямо по соседству с ее спальней. Он сопровождал ее на каждой прогулке, охранял ее сон, подавал ей руку, когда она садилась на лошадь, и буквально не отходил от нее ни на шаг. Весь двор прекрасно понимал: Елизавета влюблена в этого парня. И если бы она могла, она бы прямо завтра вышла за него замуж. Но все знали и другое. Роберт Дадли намертво, железобетонно женат. Да, свою законную супругу Эми Робсарт Роберт не любил. Бедная женщина годами сидела в глухой провинции, в старом загородном поместье, болела и практически не видела мужа. А весь Лондон тем временем цинично шептался: Дадли просто ждет, когда его больная женушка освободит ему место у трона. И неизвестно, чем бы закончилась вся эта придворная идиллия, если бы не наступил один роковой день, который навсегда перечеркнет все будущее Роберта Дадли. Итак, наступило 8 сентября 1560 года. Раннее утро, воскресенье, поместье Камнор Плейс. Только-только просыпается. Эми Робсарт выходит к своим слугам и внезапно устраивает грандиозный, невиданный доселе скандал. Обычно тихая, мягкая и подавленная леди Дадли в этот день вела себя как одержимая.
Она в ультимативной форме приказывает абсолютно всем своим слугам, горничным и стражникам немедленно убираться из дома. Куда? На ярмарку. Просто вдумайтесь в абсурдность ситуации для XVI века. Знатная дама, жена королевского фаворита, требует, чтобы ее оставили в огромном изолированном загородном особняке в полном абсолютном одиночестве. Без охраны, без личной камеристки, которая должна помогать ей одеваться, без поваров. Слуги, честно говоря, ошалели. Несколько приближенных дам начали роптать. Они говорили: «Миледи, это неприлично, воскресенье на дворе, как мы оставим дом?» Но Эми буквально впала в ярость. Свидетели потом под присягой будут вспоминать, что она кричала на них и топала ногами, лишь бы они поскорее ушли за ворота. Зачем? Что за дикая необходимость остаться одной? Обычно люди так яростно очищают пространство всего в двух случаях. Либо они готовят секретное, глубоко личное свидание, о котором никто не должен знать, либо они замыслили что-то страшное против самих себя. Дом, наконец, пустеет. Стук копыт и колес уезжающих слуг затихает вдали. Эми остается одна. Часы начинают отсчитывать ее последние часы жизни. Вечером этого же дня слуги, уставшие, но довольные, возвращаются в поместье. Они шутят, делятся впечатлениями, открывают тяжелые двери, заходят в холл, и прямо с порога их веселый смех мгновенно обрывается. Перед их глазами предстает страшная, леденящая душу картина. У подножья парадной лестницы, на холодных каменных плитах, абсолютно неподвижно лежит их хозяйка, 28-летняя леди Эми Дадли. Итак, друзья мои, смерть Эми Робсарт – это классический детектив, в котором до сих пор нет однозначного ответа. Что это было? Хладнокровное убийство, трагический несчастный случай или отчаянное самоубийство? Подозреваемых у нас несколько, а мотивов еще больше. Давайте коротко пробежимся по главным версиям и разберемся, кому на самом деле была выгодна эта трагедия. Прежде чем я поделюсь своей версией, давайте препарируем первую гипотезу – хладнокровное убийство. И тут возникает чисто технический вопрос: как убийца попал внутрь? На дворе 16 век. Эмми – леди из высшего общества. Она не прислуга и не жена крестьянина, чтобы лично бежать к воротам и отпирать замки на каждый стук. Сама она дверь никогда бы никому не открыла. Соответственно, варианта 2. Либо у преступника был прямой доступ в дом, либо внутри оставался кто-то, кто любезно впустил его. Официально принято считать, что в тот роковой день Эми отослала вообще всю прислугу и осталась в одиночестве. Но так ли это на самом деле? Ответ – нет. И именно поэтому на сцену выходит наш первый подозреваемый. Когда Эми Робсарт устроила скандал и буквально выставила всю прислугу вон развлекаться на ярмарку, одна женщина категорически отказалась уходить. Это была леди Элизабет О'Динг-Селс. Свой отказ она мотивировала железно. По строгому этикету XVI века знатная леди статуса Эми Робсарт просто не могла остаться в огромном поместье в полном одиночестве. Это было неприлично и небезопасно. Миссис Элизабет даже поспорила с хозяйкой, позволила себе повысить на нее голос и настояла на своем: она остается в доме для подстраховки. Фиксируем, друзья мои, все слуги ушли. В замке остались только двое – Эми Робсарт и леди Элизабет. А теперь следите за хронологией. Вечером слуги возвращаются с ярмарки, заходят в дом и цепенеют. У подножья лестницы лежит бездыханное тело Эми. В замке поднимается крик, паника, шум. И только тогда на этот шум из глубины комнат наконец-то выползает леди Элизабет с невозмутимым лицом. «Ой, а что тут у нас происходит?» И у меня к этой даме единственный вопрос: а что ты делала весь день? Ты же специально в доме осталась для того, чтобы присматривать за леди. Но на допросе она заявила, что сидела в дальнем крыле, в доме была гробовая тишина, и она не слышала ни крика, ни звука падения. Следствие этот бред устроил, и ее вычеркнули из списка подозреваемых. Но мы этого делать не будем. Леди Элизабет жила в доме на правах бедной приживалки,
и отчаянно нуждалась в деньгах. Ее могли банально подкупить. Даже если она не толкала Эми сама, она идеальный сообщник, который просто открыл убийце дверь. Кому была максимально выгодна смерть Эми? Ответ очевиден. Дадли, официальный фаворит королевы Елизаветы. Он давно не любил жену. Она для него как кость в горле и единственное препятствие на пути к английской короне. Дадли спит и видит, как бы избавиться от Эми. Мотив здесь колоссальный, очевидный и железобетонный. Но убивал ли он лично? Физически нет. У него железное алиби. В тот роковой день Дадли находился при дворе прямо подле Елизаветы. Свидетелей море. Он не отлучался ни на час и чисто технически не мог доскакать до поместья, совершить преступление и вернуться обратно незамеченным. Но мы же понимаем, лорды такого калибра свои руки в крови не пачкают. Для этого существуют наемники. Или та же самая леди Элизабет, которая внезапно оглохла в дальнем крыле замка. Но давайте побудем и адвокатами Дадли. Ведь если препарировать этот мотив, вылезает и обратная сторона медали. Убийство жены было Дадли как выгодно, так и категорически противопоказано. 16 век – это не дремучее средневековье и не эпоха дикарей. Дадли прекрасно знал, случись с Эми что-то неладное, он первый, на кого укажут пальцем абсолютно все. Общественный скандал такого уровня навсегда закрывал ему дорогу к Елизавете. Елизавета, как бы сильна ни была ее страсть, в первую очередь думала о своей власти и троне. Нация и парламент никогда бы не простили ей брак с предполагаемым женоубийцей. Убив Эми насильственным путем, Дадли гарантированно ставил жирный крест на своей карьере короля-консорта. И как показала история, именно так все и произошло. Руку Елизаветы он в итоге так и не получил. Итак, фиксируем. Мотив огромный. Возможность нанять убийцу была. Но пошел бы Дадли на такой глупый, уничтожающий его репутацию шаг? Скорее всего, нет. И в пользу его невиновности говорит еще один поразительный факт, который мы подкинем вам чуть позже. Давайте двигаться по порядку. Кто еще мог желать смерти Эми Робсарт? Подозреваемый номер 3. Теневой гроссмейстер. И нет, я не сошла с ума, встречайте Уильям Сесил, правая рука Елизаветы Тюдор. Казалось бы, зачем главному государственному советнику устранять жену королевского фаворита? Чтобы расчистить Дадли место у трона? Как раз наоборот, чтобы намертво заколотить перед ним эту дверь. Сесил искренне ненавидел Дадли, считая его опасным, обнаглевшим выскочкой. Появление Роберта на английском престоле в качестве короля было для Сесила худшим кошмаром. Как гениальный политик, Сесил прекрасно понимал и просчитал эту комбинацию. Если Эми Робсарт умрет насильственной смертью, клеймо женоубийцы навсегда закроет Дадли путь к браку с Елизаветой. Мотив стопроцентный. Алиби, разумеется, железобетонное. Сесил в этот момент находился на виду у всего двора. А возможности у него были безграничные. Организовать тайный визит наемника или подкупить внезапно оглохшую леди Элизабет для него было делом одного мешка золотом. А теперь поразительный задокументированный исторический факт. Буквально накануне трагедии Сесил в приватной беседе с испанским послом, епископом Альвадо де ла Куадра буднично обронил фразу о том, что жена Дадли очень скоро умрет, упадет с лестницы и сломает себе шею, и убьет ее, конечно же, муж. Откуда у министра взялась такая экстрасенсорная точность? Совпадение? Очень вряд ли. К Сесилу здесь огромные вопросы. Но давайте включим логику и побудем адвокатами Сесила. Да, смерть Эми была ему бесконечно выгодна для устранения конкурента. Но этот человек панически, маниакально оберегал репутацию Елизаветы и незыблемость ее власти. А загадочная смерть Эми Робсарт неизбежно бросала гигантскую грязную тень на королеву. По Европе тут же поползли слухи, что Елизавета лично одобрила устранение соперницы. Стал бы Сесил так жестоко очернять имя своей королевы ради того, чтобы подставить Дадли? В чужую голову не залезешь, но риск для государства был колоссальным. Фиксируем. У Сесила был мотив, была возможность нанять исполнителя и было пугающее знание сценария несчастного случая. А теперь
Подозреваемый номер 4. Самый невидимый, страшный и беспощадный, от которого невозможно откупиться золотом или спрятаться в дальнем крыле замка. Друзья мои, Эми Робсарт была больна. И больна была очень тяжело. Тогда, в XVI веке, придворные лекари понятия не имели, с чем столкнулись, и не знали названия этой болезни. Этот кошмар длился долго. Болезнь подтачивала Эми на протяжении 1,5-2 лет, до того самого рокового сентябрьского дня. Первые тревожные звоночки и глухие слухи при дворе Елизаветы поползли еще весной 1559 года. Началось все с обычной, казалось бы, слабости. Но очень быстро недуг показал свои зубы. Главным симптомом, о котором с содроганием шептались заезжие дипломаты, была жесточайшая, непрекращающая боль в груди. В тюдоровскую эпоху не существовало сильных обезболивающих. Эми буквально сходила с ума от этих приступов, не находя себе места ни днем, ни ночью. А еще была ужасная потеря веса. Из цветущей статной дворянки Эми стремительно, месяц за месяцем, превращалась в живой скелет. Болезнь буквально выпивала из нее соки. Она таяла на глазах у всех. Женщину постоянно била дрожь, ее бросало то в жар, то в холод. Физическая слабость дошла до предела к концу лета 1560 года. Эми тогда уже едва могла самостоятельно передвигаться по комнатам усадьбы. Каждый шаг давался ей с колоссальным трудом, а еще болезнь ударила и по разуму. Измученная физической пыткой и осознанием того, что муж ее бросил, Эми впадала в глубочайшее уныние. Слуги вспоминали, что она часами рыдала, молила Бога о смерти и пребывала в крайне нестабильном эмоциональном состоянии. До рокового момента оставались считанные недели. В пустом загородном доме замерзала и угасала женщина, чье тело превратилось в хрупкий, надломленный сухой фарфор. И вот теперь, когда вы видите эту страшную картину, давайте наконец произнесем имя этого врага вслух. Как называли это в XVI веке? Честно говоря, точного медицинского термина тех лондонских врачей мы не знаем. Лекари лишь бессильно разводили руками, пускали кровь и шептались про внутреннюю порчу. Но сегодня любой онколог, просто взглянув на исторические описания ее симптомов, поставил бы однозначный сухой диагноз – рак молочной железы. Эми Робсарт на момент катастрофы было всего 28. Представьте себе, совсем молодая девушка. И вот что здесь по-настоящему жутко. Как утверждают современные медики, мы, конечно, не врачи, чтобы судить авторитетно, но когда мы досконально разбирали материалы этого дела, то наткнулись на этот медицинский факт. Именно у молодых женщин эта болезнь протекает в разы агрессивнее, быстрее и беспощаднее, чем в более зрелом возрасте. Этот недуг не просто развивался, он буквально уничтожал ее изнутри на бешеной скорости, не оставляя ни единого шанса. В наше время у женщин с таким диагнозом есть огромный колоссальный шанс на спасение. Медицина шагнула далеко вперед. Миллионы женщин по всему миру успешно побеждают этот недуг. Проходят терапию, спокойно живут дальше, любят, воспитывают детей и радуются жизни. Но теперь перенеситесь в тюдоровскую Англию. Какой шанс на спасение был у несчастной Эми? Нулевой. Представьте себе этот живой ад на земле. Вокруг тебя глухая провинция. Из лекарств только травяные припарки и молитвы. Никакого понимания со стороны окружающих, что вообще происходит с твоим телом, почему оно тает и почему грудь разрывается от адской ежеминутной боли. Это была медленная, мучительная и абсолютно неизбежная смертная казнь, которая растянулась на месяцы. И вот теперь, друзья мои, когда мы наконец-то знаем истинное состояние Эми, когда мы понимаем, в каком физическом и ментальном аду она провела свои последние дни, мы переходим к самому главному, к той лестнице. А теперь давайте отложим в сторону шпионские мантии, кинжалы и кошельки с золотом. Давайте включим чистую человеческую логику и попробуем воссоздать ментальное и физическое состояние Эми Робсарт в тот роковой день, 8 сентября. Задайте себе вопрос, почему она так яростно, со скандалом выгнала всех слуг на ярмарку? Тайное письмо? Заговор компаньонки? А что, если все гораздо прозаичнее? Психика молодой женщины была полностью уничтожена. Представьте человека, который 1,5 года живет в аду непрекращающейся адской боли. Да еще и в статусе брошенной, опозоренной на всю Англию жены.
Да ее в тот день могло раздражать абсолютно все. Шум прислуги, суета, шаги по деревянным перекрытиям, жалостливые или наоборот любопытные взгляды горничных. Эми просто ментально сломалась. Ей хотелось уткнуться в подушку и выть от боли так, чтобы ее никто не слышал. Она устроила истерику и выгнала всех вон просто потому, что у нее сдали нервы. Ей хотелось абсолютной гробовой тишины. И вот все уходят. Огромный замок затихает. Эми решает выйти из своей комнаты. Мы знаем, что из-за болезни она уже едва ходила. Ее качало от слабости и лихорадки. А теперь вспомните, как выглядела мода 1560 года. Это Англия. Знатные дамы носили тяжелое многослойное платье из плотной парчи или шерсти с длинными нижними юбками, шлейфами и жесткими каркасами. В таком наряде тяжело ходить даже здоровой девушке. Для измученной раком Эми этот костюм превращается в смертельную ловушку. Координация нарушена, ноги не слушаются. Она подходит к каменной лестнице, делает шаг, голова кружится, она оступается и... Да, хрупкая Эми, чье тело было истощено тяжелой болезнью и метастазами, действительно могла оступиться. В ее состоянии кости становятся хрупкими, как тонкий лед, и любое падение могло стать фатальным. Она могла упасть случайно, а могла и намеренно сделать этот роковой шаг, чтобы разом прекратить свои мучения. Но вся эта удобная версия вдребезги разбивается об одну пугающую деталь. Когда Эми обнаружили у подножия лестницы, на ее голове абсолютно плотно и аккуратно сидел чепчик. А вот под ним, на затылке, обнаружили 2 глубокие раны. Друзья мои, получить такое повреждение при обычном падении с лестницы невозможно физически. Подобные травмы фиксируются только в одном случае, если бы она рухнула затылком на острые металлические штыри. Но никаких штырей вокруг лестницы не было и в помине. Именно поэтому версии о несчастном случае или отчаянном самоубийстве мы с вами отметаем сразу. Упасть так ювелирно, чтобы даже не сбить с головы тканевый чепчик, но при этом получить 2 глубоких пролома на затылке, это уже из области фантастики. Так что это было хладнокровное, спланированное убийство. Но, друзья мои, на сцену нашего расследования внезапно выходит еще один подозреваемый. Знакомьтесь, сэр Ричард Верни. Нет, это не знатный лорд, не королевский министр и не политический гроссмейстер, которому смерть Эми была необходима для государственных интриг. Держитесь крепче. Этот человек – личный рыцарь, телохранитель и самый преданный слуга Роберта Дадли. Его тайная, преданная и очень грязная правая рука. В чем же его подозревает? Да в самом страшном. Именно Ричарда Верни большинство современных историков считают наемным убийцей. И вот тут начинается настоящий детектив, в котором легко запутаться, но мы с вами разложим все по полочкам. Как Верни вообще попал в замок? А помните нашу леди Элизабет, ту самую странную даму, которая устроила скандал и осталась караулить пустое поместье? Так вот, леди Элизабет и наш подозреваемый Ричард Верни были родственниками. А теперь, друзья мои, давайте включим воображение и покадрово восстановим то, что происходило в то роковое воскресенье. Представьте себе картину. Огромный гулкий загородный дом абсолютно пуст. Прислуга ушла. В этих колоссальных каменных стенах находятся всего 2 женщины. Эми Робсарт и та самая леди Элизабет, которая наотрез отказалась уезжать на ярмарку и зачем-то осталась в усадьбе. Молиться. И вдруг в этой мертвой зловещей тишине раздается тяжелый настойчивый стук во входную дверь. Кто-то пришел. Напомню, Эми Робсарт ни при каких обстоятельствах не пошла бы открывать входную дверь сама. Во-первых, статус, а во-вторых, ее физическое состояние. Мы помним, что Эми тяжело, смертельно больна. Каждый лишний шаг давался ей с трудом и дикой болью. Огромная входная дверь была сделана из векового дуба, окована железом и запиралась на массивные неподъемные засовы. Больная, истощенная женщина, которая едва передвигала ноги по комнате, точно не стала бы спускаться со 2-го этажа, чтобы тащить этот проклятый железный засов. Тем более, зная, что в доме она не одна, и для этого есть здоровая компаньонка. Так кто же открыл эту дверь? Если к дому пришел сэр Ричард Верни, человек, которого все историки подозревают в убийстве, то засов на дверях могла отодвинуть только одна рука – рука леди Элизабет.
Нам не нужно гадать, почему она это сделала. Напомню, в архивах черным по белому зафиксировано, что леди Элизабет и подозреваемый Ричард Верни были родственниками. Она прекрасно знала, кто стоит на пороге. Она подошла, открыла кузену тяжелую дверь, впустила его в замок и шепнула, что путь наверх свободен. А что же было потом во время официального следствия? Задавали леди Элизабет этот логичный вопрос? Конечно, задавали. Следователи прекрасно видели, что замки на дверях целы, окна не выбиты, а значит, убийца вошел как гость. И знаете, что ответила леди Элизабет на допросе? Она выдала классическую формулу идеального соучастника. Она заявила, что сразу после ухода слуг ушла в самое-самое дальнее изолированное крыло огромного поместья. И там, за закрытыми дверями, она молилась, читала и ничегошеньки не видела, ничегошеньки не слышала вообще. Ни стука ворота, ни шагов по каменной лестнице, ни глухих ударов, ни звука падающего тела. Тюдоровский суд этот ответ полностью устроил. Леди Элизабет обеспечила себе идеальное юридическое алиби, а Ричард Верни – беспрепятственный подход к своей жертве. А что же было дальше? А дальше было вот что. Напомню, вечер воскресенья, веселые слуги возвращаются с ярмарки, открывают массивные двери, с шумом заваливаются в холл и застывают от ужаса. В доме поднимается дикий крик, паника, бабы воют, и только тогда на этот страшный шум откуда-то из глубин своих комнат, где она якобы весь день истово молилась, величественно выплывает компаньонка. Леди Элизабет. И тут начинается. Наша святоша всплескивает руками и заводит: «Ой, мамочки, святые мученики! Ой, грехи мои тяжкие! Ой, да как же это произошло! Какая нелепая трагедия! А я ведь просто молилась в другом крыле и ничегошеньки не слышала». А пока она заламывает руки, конюх по фамилии Боулс не стал тратить время на слезы и молитвы. Он понимал, нужно немедленно сообщить господину. Боулс прыгает в седло лучшего скакуна и на бешеной скорости улетает по ночному тракту в сторону Лондона, чтобы доложить лорду Дадли, что его жена мертва. Ночной загородный тракт, абсолютная темнота, свист ветра в ушах. Конюх летит во весь опор, и вдруг, всего в паре миль от опустевшего поместья, на этой глухой пустой дороге он нагоняет всадника и узнает в нем сэра Ричарда Верни. Тот самый родственник нашей набожной компаньонки и личный рыцарь Роберта Дадли. Посреди глухой ночи на загородной дороге в паре метров от места преступления. Испуганный и ошарашенный конюх застывает в седле и спрашивает: «А что вы здесь делаете, сэр?» А Ричард Верни лишь нагло ухмыляется в темноте, поправляет плащ и бросает короткую леденящую фразу: «Да так, просто проезжал мимо по делам», после чего бьет коня шпорами и растворяется в ночной тишине. Так кто же в итоге заказал несчастную Эми? Исходя из логики, сам Роберт Дадли. Ведь на ночной дороге свидетели перехватили не кого-нибудь, а его личного, верного рыцаря. Но согласитесь, все это шито слишком уж белыми нитками. Вспоминаем наш главный козырь. Эми была смертельно больна, и ее дни были сочтены. Счет шел буквально на месяцы, если не на недели или дни. И Дадли прекрасно об этом знал. Естественная кончина жены открывала ему легальный путь к короне, а вот ее насильственная смерть этот путь навсегда закрывала. И что делает наш амбициозный лорд? Вместо того, чтобы спокойно подождать пару месяцев, он якобы посылает своего личного, узнаваемого рыцаря совершить такое топорное убийство. Если это так, то Роберт Дадли был законченным придурком. Но идиотом он вроде бы не был. И вот здесь мы снова возвращаемся к Уильяму Сесилу. Наш теневой гроссмейстер тоже прекрасно знал, что Эми смертельно больна. И он идеально просчитал риски. Если жена Дадли тихо угаснет сама, у Роберта появится шикарный, абсолютно законный шанс надеть английскую корону. А вот если она умрет насильственной смертью, шансы, как вы понимаете, пропадают. Мог ли Сесил подкупить личного рыцаря Дадли? Напрямую или через подставных лиц под чужим флагом? Нас там не было, за руку никто никого не поймал. Но для политика такого масштаба перекупить чужого слугу и обставить все так,
чтобы подставить злейшего врага его же собственными людьми, это просто классика шпионажа эпохи Тюдоров. Но есть и еще один заказчик – сам Верни. Да, друзья мои, отсебятина. Верни видел, как его господин Дадли буквально сходит с ума от амбиций, как он мечтает избавиться от обузы в лице больной жены. И рыцарь решает помочь, ускорить процесс. Глупо, топорно, но ускорить. В истории Англии есть идеальный классический пример такой медвежьей услуги. В XII веке король Генрих II в сердцах воскликнул при дворе: «Неужели никто не избавит меня от этого мятежного попа?» Он имел в виду архиепископа Томаса Беккета. Король не отдавал приказа. Он просто сорвался. Но 4 его верных, но абсолютно дуболомных рыцаря восприняли это буквально. Они поскакали в собор и порубили архиепископа мечами прямо у алтаря. Король был в ужасе, его репутация была растоптана. А рыцари искренне думали, что совершают подвиг ради своего суверена. Сэр Ричард Верни, судя по всему, сыграл точно такую же роль. Он рассуждал по-житейски просто: «Если я избавляюсь от этой женщины, мой лорд станет королем Англии. А кем тогда возле него, скажите, пожалуйста, стану я? До каких в небес я взлечу?» И пошел на это ради собственной карьеры, оказав Дадли самую страшную, кровавую услугу в его жизни. И тут, друзья мои, мы подходим к главному вопросу на миллион, который наверняка возник у каждого из вас. Почему Эми вообще выгнала всех слуг? Она же не могла знать, что именно этот день станет для нее роковым. У меня есть свои соображения на этот счет. Эми явно кого-то отчаянно ждала. И этим кем-то мог быть только один человек на свете – ее муж Роберт Дадли. Никаких тайных любовников у нее, упаси Боже, не было. Скорее всего, она получила секретное известие, и вряд ли письменное. И условие там было жестокое. Он придет завтра в такое-то время. Но в поместье не должно быть ни одной живой души. Все должно остаться в абсолютной тайне. И мы с вами можем понять Эми. В такое известие она поверила сразу. Да и любой бы на ее месте поверил. Ее муж – официальный фаворит королевы Елизаветы. Положение обязывает его шифроваться. За ним следят абсолютно все. Всевидящее око Уильяма Сесила, хитрые иностранные послы, да и сама Елизавета Тюдор была ревнива. Открытый визит к законной жене мгновенно уничтожил бы его карьеру. Поэтому версия с тайным свиданием выглядела на 100% убедительно. Истосковавшаяся по мужу женщина цепляется за этот призрачный шанс и в каком-то исступлении выгоняет всех слуг на ярмарку. Зачем? Да чтобы Роберт мог спокойно зайти в собственный дом без церемонии, лишнего шума и свидетелей. Эми думала, что готовит поместье для романтического вечера. Но она не понимала, что ее руками кто-то разыгрывает чужую шахматную партию. Организаторы убийства точно знали, в какой час дом полностью опустеет. И вот этот час настает, но вместо влюбленного мужа в тихий замок проникает хладнокровное убийство. А дальше дело техники. Короткая расправа, ювелирная инсценировка падения у подножья лестницы, и палач исчезает в темноте. На мой взгляд, Эми стала жертвой безупречной и очень жесткой подставы, призванной навсегда похоронить политическое будущее Роберта Дадли. Вот такое мое мнение об этой трагической ночи. Ну а что об этом всем думаете вы? Кто, по вашему мнению, дергал за веревочки в этом детективе 16 века? Обязательно делитесь своими версиями в комментариях. Мне будет безумно интересно почитать и обсудить мысли каждого из вас. И вот занавес этой драмы опускается на самой пронзительной ноте. Наш свежеиспеченный вдовец Роберт Дадли получает известие о гибели жены. В леденящем ужасе он лихорадочно хватает перо и принимается строчить панические письма своим доверенным людям, требуя немедленного расследования. Но в глубине души этот амбициозный лорд уже все понял. Ловушка захлопнулась. Но это уже совсем другая история. А пока занавес.